Мария, добрый день. Большое спасибо вам, что сегодня пришли к нам. Мы очень рад вас видеть. И мой первый вопрос. Расскажите нам о себе, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Очень рада быть здесь. Я социолог. Я заканчивала аспирантуру в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И я социолог и академический, и прикладной. У меня есть и такие проекты, и другие. И здесь, в Бишкеке, я работаю в Американском университете в Центральной Азии, преподаю социологию и веду некоторые проекты исследовательские. Супер. Вот хочется тогда вот спросить вот больше про сам процесс переезда, как давно это было, какие, если были какие-то сложности, вот такую техническую часть хочется сразу вот узнать побольше. Да, я переехала сюда 2 года назад, тоже это был конец августа, и переехала я сюда из-за перспектив. Я социолог, я уже сказала, я занималась раньше больше гендерной социологией, да, социологией здоровья, и почувствовала, что в Центральной Азии перспективы для моих тем, которыми я интересуюсь, они будут в ближайшее время гораздо больше, чем в России. Потому что это поле здесь, особенно социология здоровья, социология эмоций, оно здесь недоисследовано. Оно здесь недоизучено, недопредставлено в мировой науке, и поэтому, но тем не менее здесь есть что сказать, здесь есть что изучить, и, соответственно, вот этим новым произведенным знаниям, в общем-то, есть что добавить к знанию мировому, да, к мировой социологии. Это меня очень сильно привлекло, вот, и 2 года назад я вот впервые оказалась здесь. В принципе, из сложностей, наверное, на начальном этапе сложностей было не так много. Я достаточно быстро начала работать в Американском университете Центральной Азии. Мне очень повезло, там замечательные тоже коллеги у меня, у которых я многому учусь. Вот. Но вот, наверное, сложности возникли на этапе, так сказать, масштабирования, да? Потому что я уже говорила, мне здесь в первую очередь хочется продолжать свои исследовательские интересы, мне хочется продолжать свои исследования. Но что меня, наверное, немного ограничивает, это не такое большое количество грантов на фундаментальные исследования. То есть, если мы говорим о фундаментальных исследованиях, это исследования, которые направлены, у которых нет какого-то прямо просматривающегося прикладного результата. То есть это, например, исследование эмоциональной культуры в Кыргызстане. Я не могу сказать, что, например, проведя исследование здешней эмоциональной культуры, мы как-то улучшим психическое здоровье граждан напрямую. Так это не работает. И, соответственно, в этом плане вот с этим тяжеловато. Но мы с коллегой наверное, где-то около полугода назад, да, в начале 2024 года, начали исследование непосредственно зарождающейся терапевтической культуры в Кыргызстане и достаточно успешно его провели. Не могу сказать, что были какие-то сложности с непосредственно проведением. Вот тогда вопрос. Вы сказали про гендерную, то есть что вы занимались именно гендерной социологией. Вот такой вопрос у меня появился сразу. Какое различие, вот с профессиональной точки зрения даже, да, есть в различии гендерной социологии в России и в Кыргызстане? Опять же, тут мы можем говорить про разность культур в целом, потому что также разные этнические группы. Опять же, религиозная составляющая религии, то есть вот какую разницу, вот что мы здесь можем выделить, вот какие моменты важные вы бы отметили здесь? Непосредственно в социологии гендерной или в гендерной культуре, гендерном режиме порядка? Наверное, вот даже вот второе, да, что в гендерной культуре, вот, наверное, вот это вот. Ну, я, наверное, не буду претендовать на экспертность, да, в кыргызстанском гендерном порядке, потому что я не могу сказать, что я глубоко погружена. Есть гораздо более погруженные специалисты, но я могла бы сказать, что гендерный порядок в России, он во многом
сейчас переживает консервативный поворот, как в принципе и многие, как в принципе во многих других странах. Но этот консервативный поворот сейчас достаточно сильно проявлен. Вот. И я бы, наверное, еще добавила, что в Кыргызстане из-за большого количества активистских групп, международных организаций, фондов и, в общем-то, разных проектов есть акторы, которые успешно противостоят консервативным силам, вот, и есть такое гражданское общество, которое, ну, в общем-то, решает многие из, ну, или стремится к решению многих из традиционных таких гендерных проблем, например, сексуализированное насилие, семейное насилие и так далее. Вот, в этом плане здесь, мне кажется, это мое, конечно, субъективное мнение, да, немного более такая позитивная повестка. Единственное, что, да, позитивная в плане направления развития, темпов развития. Единственное, что мне кажется, что Центральная Азия как регион, и Кыргызстан в частности, они как-то немного выпадают из фокуса международной социологии. Они как-то не особенно присутствуют в международной науке, в отличие от той же России, да, то есть когда говорят про постсоветские страны, в основном это исследование вот какой-то, да, России, причем даже не столько России, как большой страны с разными регионами, а вот Москвы, Петербурга, ну там в лучшем случае Центральной России. Вот. И, соответственно, мне, конечно, очень хотелось бы, для меня это перспектива, естественно, и мне, конечно, хотелось бы вернуть фокус внимания на Центральную Азию. Потому что этот регион, конечно, безумно интересный. Здесь и постсоветское, и советское прошлое, и какие-то общие тенденции с другими постсоветскими странами, да, при переходе к капитализму, и свой собственный консервативный поворот, и влияние религии. И это на самом деле все очень, очень специфично. Это такие достаточно уникальные тенденции, особенно для доминирующего нарратива в международной социологии. Там, конечно, в общем, здесь действительно местным ученым, местным социологам, местным, и не только социологам, в принципе, социальным исследованиям, конечно, есть много чего сказать. Я абсолютно согласен, на самом деле. И даже добавлю от себя, что в моем тоже видении, что культура, местная культура в целом в Средней Азии, она очень богата и очень недооценена извне. Да. Сейчас хочется чуть-чуть сместить фокус лично на вас, именно про вопрос эмиграции, как это было, насколько мотивировало вас решение именно профессиональное, или это было личностное именно желание исследовать как-то мир по-новому, открывать что-то новое, оставив что-то старое, скажем, позади и податься куда-то дальше, либо это было именно сугубо профессиональное решение уехать конкретно в Среднюю Азию. Вот. И сразу такой же туда же вопрос о том, что вот сам переезд, как вообще это все было, вот, ну, такой вот вопрос. Да, надо вспомнить. Вообще, конечно, это и профессиональный, и личный интерес. Я, в принципе, люблю путешествовать, и долгое время моим вот таким личным интересом было путешествие по странам бывшего Советского Союза. И мы ездили в первую очередь по Прибалтике, затем по Кавказу. И вот была такая мечта посмотреть на центральноазиатские республики. Поэтому, да, конечно, личный интерес тоже был очень большой. Но я не могу сказать, что на момент приезда, на момент, когда мы задумали этот переезд, я очень много знала о Кыргызстане. Вот, я не могу сказать, да, что я была как-то очень сильно осведомлена. Опять же, потому что в какой-то публичной повестке Кыргызстан очень мало присутствует, и вот в России, и, в принципе, международной. Вот, это мой первый опыт эмиграции как самостоятельный, потому что до этого я училась в университете Хельсинки, соответственно, я недолгое время жила в Финляндии, но это была такая управляемая, что ли, эмиграция, да, то есть мне помогали ее совершить. Я все время была под крылом, можно сказать, университета, который там платил стипендию, предлагал централизованно, организовывал наши походы за, как бы это сказать,
проездными, за какими-то оформлением банковских карт и так далее. То есть здесь это был такой прям взрослый опыт, мой первый. Это мы еще обсудим. Да, вот, когда нужно было все это организовывать самостоятельно. Вот, нужно было постигать особенности использования общественного транспорта, особенности даже закупки продуктов элементарно, потому что на самом деле это очень сильно отличается и от Санкт-Петербурга, и от Хельсинки, где я раньше жила, потому что там это в основном покупка продуктов в супермаркетах. Чем больше супермаркет, тем больше там выбора, и там же можно найти и свежие овощи, фрукты, и, в принципе, это единственное место, где их можно найти, особенно в Хельсинки, а здесь наоборот. Вот просто диаметрально противоположная тенденция, потому что наиболее качественные, наиболее свежие и вкусные продукты, они никогда не в супермаркетах, они на рынках. Вот. И на этих рынках можно найти просто, ну, все, что угодно, правда. Я под большим впечатлением от рынков. Недавно мы с друзьями были на Дордое. Дордой — это огромный рынок в Бишкеке. Там есть, наверняка там есть все, но мы посмотрели вообще только очень маленькую часть. Джунхай — это такой как бы предбанник Дордоя. Вот. И да, ездили там, в общем-то, тоже погружались в местную жизнь, в культуру. Я вот большим впечатлением. Это мне очень... Сначала было, конечно, очень непривычно, потому что это совсем другой какой-то коммуникативный процесс даже. Если до этого элементарно с продуктами, да, ты идешь, тебе известны все цены заранее, потому что вот же они на ценниках, то здесь каждый поход — это какая-то ситуация взаимодействия с другими людьми. Ты о чем-то с ними разговариваешь, ты договариваешься, ты спрашиваешь у них, какая цена, может быть, где-то вы сторгуетесь, может быть, где-то вы как-то округлите в другую сторону, в вашу пользу. Вот, то есть это все время какая-то, да, ситуация взаимодействия. И это было поначалу очень непривычным, но сейчас я, наверное, уже даже не представляю, как можно было бы рынок, да, применять на супермаркет, потому что в супермаркете, даже очень большом, там, конечно, выбор меньше, чем на любом рынке. Вот, поэтому, конечно, какие-то такие шероховатости, моменты интеграции, они возникали, но в целом, на самом деле, как-то, мне кажется, довольно успешно произошла моя здесь социализация. Вот, и на самом деле, мне кажется, что очень многое в Кыргызстане, особенно вот туризм, это просто недооценено, но развито на очень высоком уровне. Потому что мы ездили с друзьями и с коллегами в Казахстан и в Грузию. И там мы также брали вот эти вот однодневные туры. И эти однодневные туры в Кыргызстане организованы гораздо лучше. Это просто не сравнить. Даже вот с той же туристической Грузией, которая какой-то в последнее время переживает туристический бум, туда едут европейцы, туда продолжают ехать россияне, какие-то другие, из каких-то других стран люди, я много арабов видела, вот. Они все едут туда, обосновывается, что они все едут туда за горами, да, потому что там горы. Но извините, горы здесь и природа здесь, в Кыргызстане, гораздо более впечатляющая, чем в Грузии. Вот это, на мой, конечно, субъективный взгляд, но я была там в прошлом году, и я вот как бы смогла сравнить сразу Кыргызстан и Грузию. Здесь природа гораздо более разнообразная и гораздо более удобно для туриста организованы вот эти однодневные туры. Гораздо более удобно и даже я бы сказала, дешево. Вот вопрос. Мы эту неловкую паузу вырежем. Вопрос, да. Их два, потому что в голове. Прошу прощения. Я просто болтаю. Нет, да. Первый, да, вопрос. Вот вопрос будет про, вот начали говорить о транспорте, о банках, и вообще насколько это поначалу было стрессовой ситуацией, нервной, насколько это выматывало и насколько это лишало какой-то вот
не сколько мотивации, сколько какого-то вот сил на то, чтобы что-то продолжать делать? Или это прошло достаточно легко? И как вот даже вот углубляясь в этот вопрос, ненадолго в него углубимся, вот банковская система в Киргизии, в Кыргызстане. Насколько она отличается, опять же, да, вот от системы, которая у нас была до этого в России, и вот какая система здесь? То есть, если мы говорим, что туризм здесь на очень высоком уровне, насколько здесь совершенно система банковская, насколько легко открыть счет, получить карту, и вот и транспорт, то есть насколько сервис в этом плане в Кыргызии развит, помимо туризма, если вот говорить, вот если приехать туристу в Кыргызию и решить остаться, насколько это будет проблематично или нет? Мне кажется, основная проблема для такого потенциального иммигранта, она связана с жильем. Потому что банковская система, она пусть развита, и я могу сравнивать только с Россией, с Финляндией, пусть она развита не настолько хорошо и удобно, как в той же России, да, все вот эти приложения Сбер онлайн, ну вот, да, такого рода приложения. Здесь, наверное, чуть меньше филиалов у банков, да, то есть они не всегда находятся под домом. Опять же, я сравниваю не со всей Россией, я сравниваю с Санкт-Петербургом. Очевидно, там много филиалов банков, но где-то, например, в Самаре или в Ижевске, возможно, ситуация другая. Вот. Соответственно, филиалов банков, наверное, меньше, банкоматов, наверное, меньше, но сказать, что прям была какая-то трудность при открытии карты, я, наверное, не могу. К тому же сейчас очень много разных гайдов появилось для новых, да, иммигрантов, они могут приехать, воспользоваться любым из них и уже сделать это абсолютно плавно, то есть просто буквально как в России. В принципе, сама процедура подачи практически ничем не отличается. С бюрократической точки зрения пребывание здесь также легко легализовать. Достаточно просто зарегистрироваться по месту жительства и обновлять регистрацию каждые полгода. Работает это все приблизительно так же, как в России. Здесь есть ЦОНы, похожие на российские МФЦ. Они тоже занимаются, это центры обслуживания населения, они тоже занимаются выдачей разных документов, да, регистрацией граждан как раз по месту пребывания. И сделать это, да, достаточно просто. Вот. Но с жильем возникнет у потенциального иммигранта проблема. И проблема эта, наверное, будет связана в первую очередь с тем, что спрос превышает предложение, мне кажется. Я, конечно, не эксперт на рынке жилья, но как бы наш опыт показывает, что спрос несколько превышает предложение, растут цены, при этом цены не... При этом такая сезонная флуктуация этих цен, она как бы не очень ярко выражена, потому что Кыргызстан — это в том числе, Бишкек — это в том числе точка притяжения студентов из разных стран. И, например, это студенты из Индии, из Пакистана, из Афганистана, здесь много студентов было раньше. И, соответственно, это все создает нагрузку на жилищный фонд. Студенческая миграция — это сезонная нагрузка, да, то есть она немножко снижается по интенсивности летом, но осенью приток студентов возвращается и снова нагрузка увеличивается. Соответственно, есть определенные, да, сложности с тем, чтобы найти жилье. Именно, знаете, возможно, по соотношению зарплат и цен на жилье, то есть каких-то собственных затрат и цен. Потому что еще, не знаю, знаете вы или нет, но помимо вот нашего американского университета в Центральной Азии, который привлекает много иностранных студентов, в том числе там, из Таджикистана, Афганистана, Пакистана и других стран, есть еще медицинские университеты, которые специализируются на подготовке вот таких зарубежных специалистов. То есть там преподавание ведется на английском, и, соответственно, это ориентировано прямо на людей, которые, ну, на иностранцев. Вот. Жилищный фонд не догоняет такой растущий спрос и не догоняет развитие Кыргызстана. Вот Пока. вопрос тогда. Верно ли будет утверждение тогда сказать, что в Кыргызстане есть некоторая схожесть, что Бишкек не есть Кыргызстан?
что это отдельно сепарированный город, столица. И, естественно, люди не едут, как я понимаю, в регионы и стараются все приехать в столицу. Была ли у вас возможность за 2 года поездить также по регионам Кыргызстана? И какова разница по уровню жизни между столицей и регионами? Да, И безусловно. жилищным фондом, безусловно, опять же, то есть как люди живут, уровень жизни каков в столице и в регионах страны? Ну, опять же, дисклеймер, это все мое субъективное мнение. Вот, то есть я здесь не претендую на какую-то экспертную точку зрения. Да, у нас была возможность поездить, хотя, конечно, не так много, как хотелось бы, потому что есть определенные сложности с передвижением между дальними городами. Например, сложно съездить в Ош, потому что это такая длинная дорога получится, а на самолете это достаточно дорогостоящая, да, поездка будет. Вот. Опять-таки есть сезонность, то есть есть такие туристические города на северном берегу Иссык-Куля, как Чолпон-Ата, и в Чолпон-Ате достаточно большой жилищный фонд образуется зимой, потому что это такой именно туристический город, там приток населения, приток туристов, опять же, происходит в летние месяцы. Там прохладно, там Иссык-Куль, там хорошо. Вот. А зимой этот фонд освобождается. Но я не знаю, то, что я была только как туристка, я не знаю, насколько хорошо обстоит ситуация с работой. То есть если мы говорим о том, что мы приезжаем в Кыргызстан и хотим интегрироваться в общество, то есть работать здесь, не просто там сидеть удаленно что-то в компьютере делать, вот. Если мы хотим работать в Кыргызстане, то в Чолпон-Ате это, наверное, как-то более проблематично. Рабочих мест, мне кажется, меньше. Вот. И в других городах ситуация во многом схожа. В Аше там есть и университеты, и это тоже большой город. Я, правда, там не была, так и не доехала, но очень хочу. Это большой город, там есть университеты, там есть какие-то рабочие места, но там другой климат. И, насколько я знаю, да, по рассказам от своих коллег и местных друзей, там отличается культура. Опять же, сама я не была, то есть за что купила, за то и продаю. Вот. Но по рассказам местных друзей отличается культура, она такая более неформальная, как будто бы, она такая более... Очень часто проводят параллели, да, между вот этим фактически интернациональным развлечением между севером и югом. Да, что на север более индустриальный, юг более аграрный, это сказывается и на уровне образования среди населения, и на доходах населения и так далее. Вот мне кажется, да, по субъективным ощущениям, что здесь этот тренд, он воспроизводится, он повторяется. Соответственно, для человека, который хочет интегрироваться в Аше, возможно, у него возникнут с этим какие-то тоже потенциальные трудности. Но опять же, я там не была, не пыталась там интегрироваться, поэтому не могу сказать. Но я могу сказать, что в Бишкеке наша культура, как мне показалось, в каких-то ключевых точках очень схожа. То есть, безусловно, есть отличия, этих отличий много, но в каких-то ключевых точках это не создавало каких-то особых препятствий для интеграции, для взаимодействия. Вполне успешно я взаимодействую, да, работаю с коллегами, вполне успешно преподаю студентам, и не возникает никакого культурного слома ожиданий, да, что, например, я ожидаю от них одного поведения, а они ведут себя по-другому, потому что так принято. Нет. В принципе, мне кажется, все мы такие европеизированные. Вопрос такой вот уточняющий. Вот вы думаете, вот именно вот этот момент связан с тем, что мы в данном контексте являемся постсоветским пространством и обладаем каким-то отчасти схожим воспитанием исторически поколения более старшего, чем мы, или потому что это вот именно часть европеизированная, что мы сейчас стараемся больше интегрироваться в европейскую модель поведения, то есть это скорее связано с постсоветским,
Или с современным видением вот этот момент? Ну, это вопрос, наверное, сложный, на него, наверное, сложно ответить однозначно, но я бы сказала, это немного еще зависит от того, о ком конкретно мы говорим. То есть, если мы говорим о старшем поколении, то схожесть между представителями старшего поколения там, в России и здесь, она, наверное, обусловлена больше каким-то общим советским прошлым. Если мы говорим о молодом поколении, о людях возраста 20-30, то мне кажется, во многом это, конечно, следствие ориентации на какую-то европейскую, условно-западную модель, да? Какой-то, опять же, нуклеарной семьи, вот, какой-то уровня образования, да, ориентации на карьеру. Вот это, мне кажется, все-таки сейчас в молодом поколении тенденции европейские. Тем более мы знаем, что очень много талантливой молодежи, здесь это, конечно, к сожалению, очень много талантливой молодежи из Кыргызстана уезжают именно в Европу и в Америку. Соответственно, какие-то элементы образа жизни, да, какие-то элементы образа жизни европейско-американского, они, конечно, здесь популярны. Вот так можно сказать. Вот вопрос, да, насколько большим кажется отток молодежи, именно местной молодежи за границу? И почему, как вот вы думаете? То есть что является мотивацией? Ну, вопрос это тоже, конечно, такой сложный, потому что миграция молодежи, она будет состоять из множества компонентов. Когда мы говорим об оттоке молодежи, мы говорим о разных группах молодежи. Это не какая-то универсальная группа тех, кто сразу поехал в Европу учиться и жить там. То есть это, безусловно, и такая вот молодежь, которая ориентирована на жизнь в Европе, и вот для них обучение там — это какой-то выход. Во-вторых, это молодежь, которая собирается получить образование в Европе, но вернуться и работать в Кыргызстане, там, во благо развития Бишкека и Кыргызстана в целом. Но также это и молодежь, которая уезжает в целях заработка. Вот, то есть буквально строить, может быть, бизнес в Америке, да, вот, или в Европе, заниматься там каким-то вот прибыльным делом и помогать своей семье дома, помогать своей семье в Кыргызстане. У меня таких личных знакомых нет, но по рассказам, опять же, от местных друзей я знаю, что несколько, так сказать, примеров, когда люди, уезжающие на заработки, живут в той же Америке годами, но мечтают на пенсию вернуться в Кыргызстан. То есть это такая вынужденная трудовая миграция, чтобы поддерживать свою семью, но как бы после этого хочется вернуться домой. И, соответственно, мы видим, что это очень разная иммиграция, это очень разные потоки, поэтому очень тяжело сказать, насколько даже они значительные. Талантливая молодежь действительно во многом уезжает, но сложно сказать, какой процент из них вернется и будет работать здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы возвращалось больше людей. Тогда вот вопрос. Вот вы как человек, который, скажем, мигрировал сюда, насколько с точки зрения заработка, может быть, даже финансовой составляющей, конкретно город Бишкек позволяет жить качественно человеку? И насколько вообще в целом, я как человек не очень, к сожалению, знакомый пока что тоже с культурой Кыргызстана и в целом Средней Азии, насколько в целом уровень заработной платы, будем говорить сейчас в столице Кыргызстана, дает возможность вот мигрантам, то есть насколько предоставление рабочих мест, которые можно найти именно для работы в стране на страну, дает возможность комфортно жить в этой стране? Ну, здесь мне, наверное, сложно судить однозначно, потому что структура занятости тоже очень вариативная.
это зависит от того, на кого работать, на какую компанию. Много международных компаний, да, много международных организаций, которые предлагают очень конкурентные зарплаты. Очень много также университетов, да, которые финансируются зарубежными тоже организациями. Это и турецкий университет, и вот наш американский университет. Там тоже зарплаты достаточно конкурентные, которые позволяют вести ну, такой, наверное, образ жизни среднего класса, условно. Вот. Но, опять же, это все очень сильно зависит от цен. То есть, если бы цены на жилье были ниже, тогда большее количество как бы именно приезжих людей, даже не столько из других стран, сколько даже из других регионов Кыргызстана, они могли бы позволить себе более высокий уровень жизни. Для меня просто вот примерно понимание, какие примерно цены, просто чтобы понимать, сколько примерно стоит вот снять комнату или квартиру в Бишкеке. Мне кажется, что средняя цена за однушку в Бишкеке около 30 тысяч сомов. Это около 30 тысяч рублей, там плюс-минус. Вот. Но, конечно, здесь еще очень сильно различаются квартиры, которые вы можете снять. То есть вы можете снять квартиру небольшую в хрущевке, может быть, без ремонта, и она может быть там, да, как-то относительно подешевле. И в каком-нибудь районе, который не пользуется популярностью, да, потому что, очевидно, есть районы, которые более желанны для поселения, есть менее желанные районы. Обычно все предполагают, что в центре классно жить, но мне кажется, вот лично мое мнение, что в Бишкеке замечательно жить в микрорайонах. Это на юге города, ближе к горам. Там выше, там чистый воздух, там близко горы, там много зелени. И действительно в микрорайонах цены выше, там тяжелее найти жилье. Вот. Да, можно найти достаточно много, как мне кажется, да, такого жилья условно элитного. То есть это большие квартиры, очень большой площади, в больших домах. И это, кстати, меня очень сильно удивляло, когда я приехала в Бишкек, потому что в том же самом Питере очень много строится именно дешевого жилья. То есть это такие огромные многоэтажки, муравейники, там маленькие квартирки, может быть, студии, может быть, такие маленькие однушки 30 квадратных метров. И они такие относительно доступные. Их много на рынке, это делает их в том числе доступными для съема, не только для покупки. А здесь, как мне показалось, очень много жилья, которое строится, да, то есть это именно новые дома, это такое жилье классом выше. Оно такое условно элитное, потому что это, опять же, красиво украшенные фасады домов, это огороженные территории, закрытые паркинги подземные, это в том числе, ну, большие площади, как я уже сказала, высокие потолки. То есть все это делает еще менее доступным жилье для покупки даже. Вот. И, собственно, да, тоже влияет на рынок аренды. Потому что если вы хотите снимать в каком-то новом доме, это будет вот какое-то такое элитное жилье, там будет вот какой-то такой и ремонт, соответственно, да, возможно, люди вложились, когда купили квартиру, и, соответственно, цена будет гораздо выше. То есть как будто бы нет и серединки. Да, вот я предполагал, что в целом есть вот это вот, что как будто бы нет среднего, да, я предполагал. Окей. Пойдемте дальше. И вот у меня вопрос такой вот есть, опять же, к вам, как человеку, который мигрировал сюда. Насколько здесь есть развито комьюнити людей, кто тоже мигрировал из России, может быть, из русскоговорящих других стран? Насколько здесь развиты какие-то дружеские отношения, группы взаимопомощи? И как это вообще работает здесь? Вот. Потому что как таковое население здесь уже русскоговорящее. И насколько вы чувствовали себя поначалу, может быть, сепарированно от местного населения, искали какое-то комьюнити людей, кто приехал, опять же, чтобы помочь открыть банковские счета, или сразу же было проще интегрироваться в общество здесь, избегая общества комьюнити, которое образовывается так или иначе в каждой стране, новых иммигрантов?
Ну, безусловно, сразу сходу интегрироваться в местное общество, людей, которые здесь вот живут, местных жителей, это тяжело, безусловно. Несмотря на то, что очень много русскоговорящих людей, мы вроде как можем пообщаться, все равно это проблематично. Потому что в целом, мне кажется, это тоже общемировая такая тенденция. Я часто вижу это и в других странах, и вот в Финляндии, по рассказам своих друзей, которые уехали в другие страны. Очень часто мигранты дружат с мигрантами. Даже не с мигрантами из своей страны, но вот тоже имеющими за плечами вот этот вот иммигрантский опыт. Потому что схожие проблемы. Те же самые проблемы там, с поиском, не знаю, медицины, жилья, документов. То есть все вот эта общность опыта, она, конечно, толкает в первую очередь к сближению с мигрантами. Вот. И это, конечно, это сохраняется и усиливается ориентацией многих иммигрантов, да, новых, на работу за рубежом. То есть из-за того, что они работают не в Кыргызстане, им тяжелее найти друзей среди местных. Во-первых, потому что есть разница во времени. В основном работают здесь на США, на Европу, на Россию ту же самую. Даже с Россией 3 часа разницы. Соответственно, когда все местные освободились, да, в 6 часов и пошли, не знаю, в бары, в кинотеатры, в другие места, там, играть в квизы и прочее, релоканты, которые работают на Москву, они сидят и работают. То есть у них, получается, нет такой возможности с кем-то вместе по интересам как-то найти себе друзей. Вот это, конечно, способствует консервации сообщества такого мигрантского. Вот. Но я так вижу, что постепенно эта какая-то консолидация, да, она постепенно все-таки разбивается немного. Вот. Потому что, опять же, в турах можно встретить других людей, с которыми можно какими-то интересами, по каким-то интересам снова начать встречаться. Выходные. Здесь очень много разных вариантов досуга предлагается. Помимо туров, это и чайные церемонии, и какие-то интеллектуальные игры вроде квизов и так далее. Поэтому, в принципе, здесь можно найти себе вот это, можно интегрироваться именно в местное сообщество, если этого хотеть, конечно. Потому что не все, конечно, этого хотят, это понятно. И вот вопрос тогда, да, тоже, опять же, я тоже как мигрант, такой вопрос у меня. Насколько есть все-таки потребность, или возникает ли она в целом, начать изучать кыргызский язык? Насколько он кажется сложным? И согласны ли вы с утверждением, что язык отражает полностью культуру народа? Это такой философский вопрос. Да. Начну с потребности. Или социологический вопрос. Тоже, Или к чему я хочу подвести в дальнейшем. Да. Или так. Ну, начну с потребности. У меня лично потребность возникла практически сразу, потому что, несмотря на то, что очень много и вывесок на русском, то есть какие-то базовые свои потребности закрыть можно, да, там можно найти магазин, не знаю, больницу и все остальное, это можно найти, и можно там, можно там какие-то услуги нужные получить и продукты купить. Но все-таки без языка интеграция неполная. Когда ты не знаешь языка, ты не можешь сказать, что вот ты полноценно как-то интегрировался и прям все понимаешь. Есть желание читать на местном языке, есть на кыргызском, есть желание, может быть, общаться с кем-то на кыргызском, потому что периодически возникает такой не языковой барьер, но периодически возникает, наверное, некоторые препятствия в коммуникации на том же рынке, например, да, в тех же путешествиях, в тех же поездках по другим городам. Хочется говорить с людьми на одном языке. И, очевидно, им тоже будет проще, потому что не все также уверенно владеют русским. То есть это могло бы нас сильно сблизить. Поэтому, конечно, потребности есть. Но единственное, что кыргызский не похож на те языки, которые я знаю. И это делает обучение тяжелым.
Насколько я знаю, это тюркская группа, и я не знаю ни одного языка тюркской группы, к сожалению, и, соответственно, он вообще не похож разными своими составляющими, грамматикой, лексикой. Он не похож на языки, которые я знаю, он не похож на, даже вот, в общем-то, словами, не похож на те языки, что я знаю, и поэтому я, честно сказать, не продвинулась в своих изучениях кыргызского, я знаю только какие-то базовые слова, но составлять даже простые предложения для меня очень большая проблема. Опять же, на мой взгляд, достаточно мало предложений, да, курсов по кыргызскому языку. Возможно, если бы их было больше, и если бы, соответственно, они были бы и в разное время, и по разной стоимости, и онлайн, и офлайн они бы тогда были, вот тогда было бы гораздо проще, да, найти себе что-то подходящее, чтобы с нашим напряженным рабочим графиком все удалось совмещать. А так, ну вот, к сожалению, пока что своими силами. Ну, конечно, для людей, которые не могут, например, себе позволить выучить язык, ну, такое же тоже бывает, да, напряженный рабочий график, не совсем понятно, если, например, Кыргызстан — это не конечная точка, не совсем понятно, с кем потом разговаривать, да, тоже на кыргызском, потому что не очень большое число носителей языка в мире. Вот. Соответственно, для таких людей они тоже смогут здесь жить. Они тоже смогут здесь жить и работать вполне себе. Вот. Но мне бы просто для себя бы хотелось, для более полной интеграции, для более комфортных путешествий, для более полного погружения, мне бы, конечно, хотелось понимать, о чем говорят люди вокруг меня, и говорить с ними вот на одном языке. Ну вот то, да, о чем я, собственно, вот тоже спросил про культуру. То есть, на мой взгляд, чтобы понять место, где ты живешь, еще более полно, язык, он помогает. Даже просто банально грамматические построения интонации. Иногда одна фраза может выглядеть по-разному, и, на мой взгляд, я не знаю, тоже потому, что для меня группа тюркских языков тоже абсолютно незнакомая группа языков. Вот. Тогда вот вопрос тоже. Опять же, вот мне кажется, что это же отличный спрос, и он может родить предложение для молодежи здесь, как работы, преподавать для коллег, ровесников язык. Да. Тоже вот как идея. Да, и знаете, наш последний проект с коллегой был посвящен изучению психологической помощи в Кыргызстане. И есть такая проблема, что очень мало психологов могут полноценно работать на кыргызском. И это очень большая проблема, потому что она исключает определенную группу людей. Это люди, может быть, с не самым высоким уровнем образования, это средний уровень образования из маленьких городов, они оказываются просто изолированными от психологической помощи, потому что им комфортнее говорить на своем родном языке, о своем там внутреннем мире, о своих переживаниях, о чувствах, но психологическая помощь во многом очень ограничена. Она во многом предлагается на русском языке. И это, конечно, проблема, которую распознают многие психологи. Соответственно, очень многие чувствуют, вот взрослые профессионалы уже, да, работающие в клиниках, да, или наоборот в международных организациях, те, кто работает, вот этот городской образованный средний класс, они чувствуют необходимость учить кыргызский для того, чтобы просто для своей работы. Просто для своей работы, чтобы как-то успешнее работать, ну, не только в Бишкеке, но еще и с регионами, например. Поэтому это, безусловно, создает какой-то спрос на курсы кыргызского, вот. Но я пока для себя, да, не нашла пока не нашла для себя удобный формат. А так, на самом деле, это такая перспективная сфера развития для местной молодежи. Здесь должна быть рекламная интеграция про курсы кыргызского языка. На самом деле, на мой взгляд, действительно, это такая вещь, это феномен, происходящий в современном мире, момент эмиграции, который позволяет в правильном русле смешивать культуры, таким образом популяризируя те или иные культуры в правильное русло. И вот вопрос про социологию.
Ам, Хочется чуть-чуть побольше узнать про то, чем вы сейчас в данный момент занимаетесь, какие перспективы в дальнейшем в работе в этой стране, а, какая вот целевая аудитория в данный момент времени, да, то есть вот хочется чуть-чуть побольше про это узнать, конечно же. Спасибо, что спросили. Я не мог не спросить, это было обязательно. Я про это могу разговаривать долго, потому что... Мы не торопимся. Да, потому что это, конечно, моя, ну да, можно сказать, наверное, моя страсть, социология. Социология как исследование и социология как преподавание. Потому что как дисциплина социология не очень широко известна. Соответственно, есть проблема привлечения студентов. Как объяснить людям, как объяснить родителям, что они должны платить деньги, зачастую не маленькие, за обучение своих детей на социологии. Что это такое, кем они после этого будут, что они будут уметь делать и смогут ли они, главное, тоже достаточно зарабатывать. В этом плане какие-то другие дисциплины вроде IT или даже, не знаю, какого-то экономики, да, юриспруденции, они какие-то более понятные. Вот. И социология в этом плане проигрывает. Несмотря на то, что это безмерно прикладная дисциплина, она действительно востребованная, то есть как знания и навыки, которым обучаются студенты-социологи, они очень востребованы на современных рынках. Правда, должности, на которых они будут работать, часто будут называться не социолог. Они часто будут называться, например, менеджер по проектам, UX-researcher, какой-то тоже исследователь, да, что-нибудь такое. Вот, то есть часто они, то есть когда, например, да, родитель, который заинтересовался, да, которому поступило предложение обучать его ребенка на социологию, он может зайти на HeadHunter тот же самый. Итак, социолог смотрит, а там 5 предложений. И такой, блин, зачем, если во всем Бишкеке 5 предложений, а там будет, не знаю, 30 студентов в год, и кем же они будут работать? Ну вот, основная загвоздка здесь заключается в том, что профессии, что какие-то должности, на которых работают социологи, они не называются социолог. Это скорее такая вот академическая история, да, вот я могу сказать, что я социолог исключительно потому, что я работаю в академии. Прошу прощения, вопрос уточняющий для меня. Это только вот в Кыргызстане или это вообще в целом касается целиком всей Да. профессии касается? Это в целом, можно сказать, даже и про Россию. То же самое. В России, в крупных городах в последнее время стало немножечко попроще из-за популяризации социологии. Очень многие люди приходят там проводить лекции публичные в библиотеках или там же в тех же университетах и говорят: мы социологи, мы проводим такие-то исследования. То есть повышается видимость профессии, повышается видимость представителей этой профессии. Соответственно, люди, которые интересуются, могут увидеть, что вот это социологи, они живы, они питаются, значит, они на что-то живут, возможно, они как-то зарабатывают. Вот опять же в журналистике есть спрос на экспертное мнение от социологов. Вот. Но, опять же, вот в Кыргызстане, на мой взгляд, такая проблема с недостатком знаний, да, с недостатком информированности населения о дисциплине, ну и, соответственно, о навыках, которыми вот потенциальные социологи обладают. Хотя спрос на них, особенно среди международных организаций, крупных организаций, банков и так далее, спрос на них достаточно высокий. Вот. Поэтому... на мой взгляд, мне бы очень сильно хотелось как-то способствовать развитию, во-первых, популяризации социологии в Кыргызстане. Мы, например, с коллегами организовывали на базе нашего университета школу для выпускников, для учеников 11 класса, небольшую социологическую школу, в которой включало в себя знакомство с такими некоторыми наиболее интересными направлениями исследований. Понятно, что все не получилось представить. Вот. Опять же, социология — это наука, которая изучает все. Ну вот буквально все, что мы видим. Социологи могли бы изучать эту ситуацию, интервью, одежду, которая на нас надета, технику, на которую это все снимается, воду, которую мы пьем. В общем-то, есть социология всего.
Поэтому не получается представить все направления социологии, но какие-то наиболее популярные именно конкретно в Кыргызстане, социология миграции, например, да, социология управления, вот их нам получилось показать заинтересованным школьникам. Но хочется, конечно, повышать видимость наших исследований даже, да, которые мы проводим. Вот мы с коллегой проводили исследования психологической помощи. В планах есть проведение какого-то публичного мероприятия, чтобы показать, что мы сделали и каким результатом мы пришли, какие у нас находки. Вот. Что мы такого интересного нашли и как это может помочь кому-то другому. Что можно сделать еще после наших находок, не только социологам, но, может быть, каким-то некоммерческим организациям, вот, или каким-то международным организациям, или даже клиникам, да, каким-то вот психологическим, или просто психологам. Вот. То есть, соответственно, хочется способствовать распространению социологического знания среди населения, но также очень хочется способствовать объединению социологов, Кыргызстана и разных стран. Потому что конференций, на которых мы могли бы там встретиться, да, обсудить наши исследования, показать, кто что делал, их не так много. Во-первых, конечно, потому что не так много самих социологов. Во-вторых, потому что такой в Центральной Азии фокус как-то смещен в сторону Казахстана и Узбекистана. Да? Там больше конференций, там больше каких-то академических событий, мероприятий. Вот хочется его немного перетянуть в Кыргызстан. Потому что это не только профессиональные мероприятия, это еще и мероприятия, обычно они со свободным входом, на которые могут прийти люди, ну просто горожане. Пусть это не научно-популярные мероприятия, но какие-то тоже профессионалы, может быть, из смежных сфер, они также могли бы посетить. Студенты также могли бы посетить, найти для себя какой-то интересный проект, направление исследований. В общем, это на самом деле жизненно важно, чтобы какие-то конференции, какие-то события, какие-то школы, опять же, да, объединяющие специалистов из разных стран, из разных регионов, чтобы они проходили в Кыргызстане. Вот. Но, опять же, для этого нужно привлечение какого-то финансирования, для этого нужно какие-то активные заинтересованные люди, которые готовы приехать также в первую очередь, да, не только чтобы вариться в собственном соку, но и попробовать, ну да, в общем, но и быть в международной повестке, вот так я скажу. Вот. Соответственно, для этого нужно, конечно, предпринять немало организационных усилий, что в первую очередь сопряжено для меня, например, да, сопряжено с нехваткой времени, с напряженным рабочим графиком. Мы достаточно интенсивно, вот до этого у меня было 3 курса, соответственно, это 6 занятий в неделю по больше часа, проверка заданий, общение со студентами, ведение их исследовательских работ. Соответственно, да, времени остается все меньше, так что это нехватка времени, нехватка единомышленников, нехватка финансирования. Про финансирование тоже вопрос такой. В Кыргызстане насколько, вернее, в большей степени финансирование происходит от некоммерческих организаций, или государство также старается, Министерство здравоохранения, может быть, как-то поддерживать новые проекты. Я знаю, что сменилось правительство какое-то время назад, относительно недавно. И вот в данной сфере откуда стоит больше ждать финансирования, а откуда хотелось бы ждать больше финансирования? И есть ли оно вообще в целом? То есть насколько оно вообще? Оно, конечно, есть, безусловно, проекты реализуются. Но если мы говорим о финансировании проектов со стороны фондов и других там международных организаций, мы сталкиваемся с проблемой закрытия результатов. Какое-то время результаты проведенных исследований закрыты для общественности, для коллег. Соответственно, это не так способствует развитию науки, как хотелось бы. Открытые результаты в этом плане способствовали бы и публичным лекциям, и конференциям, и видимости Кыргызстана
как да, объекты изучения на разных других международных конференциях и академических событиях. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы видеть больше финансирования со стороны государства, потому что государство может позволить себе финансировать фундаментальные исследования. Например, исследования того, как люди понимают свое психическое здоровье, как люди справляются со своими эмоциями, что препятствует, да, с какими основными проблемами они сталкиваются и что препятствует обращению за помощью, например, к психологам, к психиатрам и так далее, даже родственникам каким-то, да, вот, какие у них маршруты получения психологической помощи. Это, конечно, все о себе, о своих проектах. Вот. Но, в общем, таких фундаментальных тем Это их фундаментальные много. проекты, поэтому, конечно. Да, таких фундаментальных тем их много. Поэтому некоммерческие организации, международные организации, они не всегда заинтересованы вот в финансировании именно таких исследований, потому что в первую очередь ожидается какой-то прикладной результат, какой-то вывод. Вот. Соответственно, от государства хочется получать больше поддержки. Есть внутриуниверситетские, да, если мы говорим об исследователях, которые работают в университетах, есть некоторая внутриуниверситетская поддержка, но она, насколько я осведомлена, да, я опять же не могу сказать за все университеты, но насколько я осведомлена, она достаточно краткосрочная. То есть государство может себе позволить, ну вот как, например, это было организовано в России, как я знаю по рассказам коллег из Финляндии, из Нидерландов, государство может позволить себе финансировать, например, трехлетние проекты. То есть по истечении каждого года происходит отчетность, принимается решение о продлении, и он продляется еще на 1 год. Соответственно, за 3 года можно успеть гораздо больше, чем за полгода или за год. Безусловно, это будет и более такая сбалансированная работа, она будет более глубокая, 100%, и в ходе выполнения этой работы можно претендовать, да, можно запрашивать, да, государство как финансирующий агент может запрашивать какие-то более конкретные результаты, например, опубликованные статьи или участие в конференциях. Издательский цикл, он очень долгий, он в хороших журналах, да, он происходит не меньше года от момента подачи статьи. То есть вы провели исследование, быстро-быстро написали статью, подали ее, и все равно около года вы будете искать, вы будете проходить рецензирование, будете дорабатывать статью и ожидать публикации. Соответственно, если это краткосрочные гранты, с них нельзя, такая вот отчетность не может быть затребована, потому что, очевидно, за полгода и за год никто не опубликует никакую статью. А вот в долгосрочных проектах, да, например, государство, которое могло бы финансировать, там можно заявлять, что по результатам вашего исследования будет опубликовано 3 статьи в международных рецензируемых журналах. Или проведено несколько конференций, несколько панелей, например, даже организовано. Это все временные затраты, государство здесь более свободно в этом вопросе. И вот, наверное, уже к такому вопросу, какому-то обобщающему, заключающему, хотелось бы спросить вас, то есть вот за 2 года эмиграция. Я вижу, что действительно очень важные проекты, и хотелось бы действительно, чтобы государство обращало на них больше внимания, и этим проектам уделялось бы больше внимания, и государство оценило бы в действительности их очень большую ценность. И вот за 2 года после эмиграции из России, как вот вы видите свое эмоциональное состояние с точки зрения вот готовности дальше пробивать бетонные стены, идти вперед? Вот какое вот состояние вот спустя вот 2 года? Потому что я знаю, что 2 года — это уже срок очень достаточно серьезный, на мой взгляд, уже чтобы говорить такие вещи. Да, это очень интересный вопрос, и на самом деле я бы с удовольствием провела такое исследование среди эмигрантов, потому что, во-первых, это действительно и солидный срок,
а во-вторых, люди с некоторыми психическими, не психическими, а психологическими проблемами сталкиваются, потому что миграция — это такой, как я рассказываю своим студентам, да, у нас есть тема миграция и здоровье, и на самом деле это такая большая тема для исследований, миграция и психическое здоровье, еще более обширная тема. В принципе, опыт миграции связан с ухудшением психического здоровья чаще, да, ну, чаще, в общем-то, да, чем нет. Соответственно, я бы с удовольствием такое исследование провела, чтобы ответить на этот вопрос не только за себя, но, говоря за себя, я считаю себя везучим, удачливым человеком, потому что я действительно здесь работаю по своей профессии. Не все имеют такую роскошь. И в связи с этим я бы сказала, что мое эмоциональное состояние, оно скорее, я бы его описала как воодушевленное, потому что я вижу перспективы, я вижу точки роста, я вижу какие-то возможности для себя, для Бишкека, для Кыргызстана в целом, для социологии дисциплины, которой я занимаюсь. Соответственно, это, да, это скорее какая-то вот такой позитивный спектр эмоций, скорее какое-то воодушевление. Но это, конечно, зависит от периода, вот когда я нагружена работой, там я не настолько Ну, воодушевлена. дедлайны проходят рано или поздно. Да, Ну, да, вот. рано или поздно дедлайны проходят, и возникает желание снова Жить. вписаться в какой-то проект, снова что-то такое устроить, чтобы было дедлайнов еще больше, чтобы потом. А чтобы потом, да. Спасибо большое. Замечательно. Правда, я очень даже воодушевился, что действительно есть такие проекты здесь, у которых есть действительно огромный потенциал. Вот я вот могу от себя сказать, что я вижу огромный потенциал и необходимость в этих проектах. Я говорю это как мигрант, я говорю это как молодое поколение, я говорю это как заинтересованный человек. Поэтому большое спасибо вам. Спасибо вам большое за разговор, было очень приятно. Взаимно.